Всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И как всегда, вход пишется на тот смартфон, который я сегодня обозреваю. Но, чтобы вам было интереснее, логично, что смартфон, который я обозреваю, идет в паре. У меня глобальная версия, которую вы сейчас видите, Redmi Note 11 Pro, версия 4G против китайской версии Redmi Note 11 Pro 5G. Не особо сильно я буду распространяться, почему все-таки китайцы лучше глобалки. Одно могу сказать, спойлернуть. В телеграм-канале по ссылке в описании к видео, где идут скидки, есть определенные модели, допустим, Redmi Note 11 Pro плюс китайская версия, которая на голову выше, чем обычная, без версии Pro, и стоимость у нее ниже, чем у этой глобальной версии Redmi Note 11 Pro. Я его заказал где-то 16 февраля, плюс-минус пару дней. Выслали мне его почти через месяц, и сегодня я смогу вам о нем с толком, с расстановкой рассказать. Назвать его средняком у меня язык не повернется, потому что вот в начале вы видели две картинки, и я думаю, легко было определить, что смартфон, который снимает в 4К 30 FPS, сразу заметен, это китайская версия смартфона. Глобалка может максимум 1080p 30 FPS. У нее интересная цена, ее продают у нас в магазинах, что она может, и спойлерну. Я здесь не глобалку выберу. Смотрим. Да, сегодня я сейчас для вас распаковываю Redmi Note 11 Pro, притом это глобальная версия. Почему я счастливый? Потому что я купил когда-то его за бодрых 20 400 рублей. Сколько это дело стоит сейчас? Смотрите по ссылке в описании к видео. Вполне возможно, примерно такая же стоимость. На Redmi Note 11 Pro китайскую версию обзор уже был на канале. Примерно так же я рассказывал сначала о Xiaomi 12 Pro и китайской версии, потом о Xiaomi 12 Pro глобалке. В китайской версии, к слову, потела камера. У меня в подарок идет Glass Screen Pro премиум, я так понимаю, это стекло мне подарили, потому что я купил это дело 16 февраля, и я так понимаю, что мало кому вообще что-то послали. Мне долго и упорно продавец просил отменить заказ, я ему говорил: нет, мне нужен телефон, я его очень жду, и где-то через месяц он сломался и послал мне, как вы видите, коробочку. Коробочка шла недолго. Такие случаи с Xiaomi лично у меня довольно частые, с одной стороны, с другой стороны, где вы сейчас купите глобалочку за 20 тысяч рублей. Несмотря на то, что это глобальная версия, здесь всего 6 гигабайт оперативной памяти и 64 внутренней памяти. Если здесь у меня здесь обещание, что JBL внутри, Dolby Atmos и все остальное, тут Simply Clevo, вообще ничего. Радуйся, что пришло, называется. Но, с другой стороны, красочная упаковка с точки зрения, что в магазине увидели: ух, хочу такой, побежали и купили. Здесь чуть-чуть по-другому. Здесь все-таки рассчитано на то, что у вас мозг должен работать, читать что-то, анализировать. Что у нас сразу мы видим? 67 Вт зарядка, 120 Гц Full HD AMOLED, DOT дисплей и Helio G96. Как выглядит этот смартфон, меня нереально радует. Сразу сходу вы видите, что здесь идет в глобалке защитная пленка а-ля Фобка Топ. Но пыль собирается на ура. Видим, что здесь есть разъем под мини-джек. Наконец-то Type-C посерединке, в отличие от некоторых смартфонов, допустим, тех же Huawei, которые я недавно тестировал. Мне нравится такой блок камер, хотя он выпирает довольно сильно. И смотрим комплект. Глобальная зарядочка, не китайская, как здесь. Что интересного у этого смарта? Он произвел, как и все у Xiaomi, просто космический фурор. Но мерится в плане того, что кто больше фурор произвел, те же Xiaomi, либо те же Realme, когда, допустим, Realme Neo 3 они продавали 100 тысяч, по-моему, за 1 минуту, которая, к слову, купил и тоже идет мне. Это еще вопрос. По поводу линейки Xiaomi 12, 12 Pro и 12X. Глобалку я тестировал у 12 Pro. Она не потела, камера, поэтому ее, если у вас много денег, я могу советовать. Redmi Note глобальной версии 203. Китайской версии 210. По сути, это другой смартфон. Это Redmi Note 11 Pro, а это Redmi Note 11 Pro 5G. Я чувствую, что покопаться придется все-таки. Интересное кино. Смотрим. Розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 6 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь с колоколом. Перейдем же к смартфону. Полетели. Поставляется данный девайс в 3 вариантах цветов корпуса: серый гранит, белый лед и синие звезды. Дизайн приятный, по форме лежит в руке хорошо, и углы и рамки не натирают ладонь. С тыльной части стоит стекло, с лицевой части экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5 версии.
версии. Рамки выполнены из матового материала, напоминающего пластик. Пластик и есть. В руке без чехла девайс достаточно скользкий, тыльная часть маркая, но матовая поверхность неплохо скрывает отпечатки. На корпусе расположена кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальцев, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C версии 2.0, что неудивительно. Даже в флагманах можно встретить 2.0. 3.0 мало где встречается. 2 стереодинамика и сертификация звука HRS. Плюс 1 разговорный динамик, звучание хорошее и звуковые эффекты можно настроить в настройках. Далее есть разъем мини-джек и К-порт, 2 микрофона и гибридный слот. Симка плюс симка или симка плюс microSD до 1 терабайта. Чтобы запихать слот обратно в устройство и он не выпирал из корпуса, придется приложить усилия, так как у меня он идет туго, конкретно в моей версии смартфона. Может быть, у кого-то по-другому. Защита от пыли и брызг на официальном сайте не указана, но салазки, к счастью, прорезинены. Притом прорезинены они чуть-чуть хуже, чем в китайской версии. Можете посмотреть сравнение. Хотя толще или тоньше резинка, разве это важно? Летим дальше. Смартфон оснащен дисплеем Super AMOLED на 6,67 дюйма с разрешением 2400 на 1080 точек. Контрастность 4,5 миллиона к 1. Широкое цветовое пространство DCI-P3, хотя оно у всех такое практически, у смартов дороже $200. Плотность пикселей составляет 395 ppi, что очень близко к моему личному идеалу в 400 ppi, потому что при этой плотности пикселей вы не видите. Также на борту есть технология Sunlight Display для отличной работы экрана при ярком освещении. В режиме высокой яркости дисплей выдает 700 нит, а пиковая яркость, внимание, барабанная дробь 1200 нит. Это прям очень прилично. При попадании света на экран яркости достаточно. Пользоваться смартфоном в солнечный день можно с комфортом. Не лютым комфортом, как у кого 1500 нит, но это уже у флагманов. Частота обновления экрана 120 Гц. На выбор можно выставить только 60 Гц или 120. Тач на 360 Гц, им не удивите, есть и больший, и чаще встречается это в аппаратах BBK, конкретно в Realme. DC-димминга в наличии нет, шим на 100% яркости 4,4%, на 50% 15,8%, на минимальной 28% и на нуле 32%. Учитывая, что DC-димминг в принципе придумали Xiaomi, я думаю, это дело появится рано или поздно в прошивке где-нибудь там. Показатели шима неплохие, как по мне. Автояркость работает отлично, адаптируется под смену освещения точно и быстро. Под разными углами тон картинки бросает в радужные переливания и слегка холодный подтон. Always On дисплей в наличии, жаль, что он неполноценный, 10-секундный. Далее, мультитач, конечно же, есть и берет все 10 пальцев. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев и распознавания лица. Распознавание лица срабатывает стабильно быстро, без промахов, даже при распознавании лица под углом. Сканер отпечатков пальцев работает также без нареканий. Отпечаток одного и того же пальца можно внести несколько раз. Подбородок внизу экрана есть, средних размеров. Летим дальше. Процессор 8-ядерный MediaTek Helio G96 с тактовой частотой до 2,5 ГГц. Графический процессор ARM Mali G57MC2, интерфейс MIUI 13 на базе Android 11 версии. Оперативная память LPDDR4X и доступна на выбор 8 или 6 ГБ. Внутренняя память UFS 2.2 и на выбор 64 или 128 ГБ. Имеется поддержка Wi-Fi 5 версии, нет поддержки 5G сетей, для 4G есть 7 и 20 бенд. Звучание при разговоре хорошее, микрофоны отрабатывают отлично, датчик приближения работает без ошибочных срабатываний или тормозов. Вспомним Poco F3 и прослезимся, правда? Запись разговора в стоке есть, но при ее включении есть уведомление о начале записи. Вибромоторчик неплохой, настроить можно только уровень тактильной отдачи. Bluetooth версии 5.1 не последний, но тоже новенький и хороший. NFC поддерживается, но в новых реалиях это не совсем актуально. Не пишите мне про MirPay, сегодня работает, а завтра нет. К сожалению, так. Из навигации на борту GPS GLONASS и компас. На холодную при прохождении теста GPS выдает точность 1 метр в условиях городских высоток. Емкость аккумулятора равна 5000 мАч. PC-марки выдал 7 часов 41 минуту и осталось еще 20%. Тест я проводил при 120 Гц на максимальной яркости. Заряжается он с нуля до сотки от родного адаптера питания за 45 минут. За час игры в Genshin Impact улетает 26% при 120 Гц и максимальной яркости на высоких настройках графики. В целом, при данных условиях и настройках играть можно, хотя проскакивают лаги, поэтому для комфортного времяпрепровождения я бы советовал вам выставить среднее или низкое качество. Нагревается смартфон ощутимо и яркость понижает после 20 минут непрерывной игры. В более легкие игры играть можно без проблем, к примеру, в тот же PUBG или танки. Беспроводной зарядки, разумеется, нет. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест он проходит не лучшим образом, потому что 61 гипс минимально, максимально 91, в среднем 80 гипс на 100 потоках при 30 минутах. Я думаю, что это что-то где-то не так сработало, потому
что ультра низкие просто показатели я такого не видел, по-моему, ни в каких телефонах. В Geekbench 5 в сингл-коре выдает 504, в мультикоре 1640. Результаты 3D-марка вы можете наблюдать на экране, все довольно скромненько. Сейчас вы видите разницу в синтетических тестах между 11 Pro китайской версии и 11 Pro глобальной версии. OneTut уже выдал результат в 309 тысяч попугаев. Storage-тест показал 18 470, что не лучший результат. На холодную стресс-тест прошел далеко не идеально. Основной блок камер с тыльной части состоит из 4 модулей и одной LED-вспышки. Основная на 108 мегапикселей, сверхширик на 8 мегапикселей с углом обзора в 118 градусов. Макромодуль на 2 мегапикселя и датчик глубины изображения на 2 мегапикселя. Запись видео доступна в максимальном разрешении 1080p 30 fps. Цифровая стабилизация на борту. Различные режимы для фото и видеосъемки также присутствуют. Фронталка на 16 мегапикселей. Она маленькая в размерах и находится по центру верхней части экрана. Максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30 fps. Короткие примеры вы сейчас увидите. Не смог я удержаться, чтобы не сделать тест фронталок ночью сравнительный. Я думаю, вы легко сможете найти, где здесь китайский вариант 11 Pro 5G и где здесь 11 Pro 4G глобалка. Если говорить о глобалке, я не знаю насчет микрофонов, спрятал ли я их пальцами или нет. Ну, слушайте для примера. Ну, у глобальной версии фронталка ночью снимает ужасно. И, во-первых, 30 FPS. Да и, в принципе, внешний вид, то, что он похож, он, к сожалению, не создает возможности по съемке одинаковой. С другой стороны, нет, ну, то, что снимает 11 Pro 5G, тоже не является чем-то хорошим, но я даже не знаю, что лучше, что, по вашему мнению, лучше из фронталок снимает. Но это чисто из разряда того, чтобы вам не было скучно, вот это сравнение ночное. При том, что здесь у меня освещения практически нет. Но, с другой стороны, 4G, видите, он вытягивает информацию, пусть даже в шумах, в отличие от 5G. 5G не справляется. Так что здесь смотря как смотреть. Пауза и плей, разумеется, и фотографии можно делать на обоих смартфонах. Очень, ну, одинаковая прошивка практически. Это сравнение основной камеры, притом в максимальном разрешении 1080p 30 fps. Почему? Потому что 5G поддерживает 4К 60 fps. И пока вы сейчас смотрите 1080p 30 fps, ночью, опять же, здесь освещение не блещет. Я сейчас переключу на, выключу и включу на 5G на 4К 30 FPS, и вы, я надеюсь, увидите разницу. И барабанная дробь, найдите, как говорится, 10 отличий. Теперь вы видите разницу между Xiaomi Redmi Note 11 Pro для 4G для глобалки и 5G для, получается, остального мира. 4К это небо и земля, как вы можете заметить, с 1080p. С другой стороны, 1080p идет со стабом, а 4К, опять же, довольно заметно, этого стабилизатора практически не имеет. Но мне кажется, что за счет качества картинки в премьере том же можно стаб этот сделать более-менее. И все равно при любом раскладе 1080p 30 fps прям очень сильно проигрывает 4К. Со стабом или нет. По поводу автофокуса можно поиграть, хотя мне кажется, что это не имеет особого смысла. Смотрим. Намного быстрее справляется 5G. Не получается у 4G вообще увидеть эту гайку. Второго шанса давать я не буду. Ну, вот как есть, так и есть. Днем еще проверю автофокус. Пока так. И вот оно, очередное сравнение 4К 30 FPS в китайской версии и 1080p 30 FPS в глобалке. Я думаю, что вы видите на больших экранах разницу точно. Бедная утка пытается от меня убежать, но она не убежит, а во всяком случае от вас. Все, улетела. И примерно так вы сможете снимать на эту глобальную и не глобальную версию смартфонов. Притом они до такой степени с одной стороны похожи, а с другой стороны они такие разные, что, ну не знаю даже. Выбрал бы я глобалку, несмотря ни на что, несмотря на выгодный ценник. Фотки, да, цвет, блеск, красота. Ну а по поводу всего остального,
И 300 тысяч баллов в Antutu вроде бы неплохо, но и без запаса. То есть, если вы помните, то я недавно тестировал 10C, у которого тоже было почти 300, ну там 250 тысяч. Но стоимость у него в 2 раза ниже. И камеры были, кстати, довольно неплохие. Здесь внешний вид, конечно, очень сильно решает. По поводу стаба при 1080p 30 fps, я думаю, вы и так видите. Давайте автофокус попробуем. На одном объекте раз. Ночью он отказывался у нас работать на 4G. Сейчас все работает великолепно. И вот я поймал еще несколько уток, селезней. И еще одна отъевшаяся. Тоже пытается убежать. И полет мы засняли. Напоминаю, что одним хлебом их кормить не стоит. Это нарушает их пищевой баланс. Вот так они здесь зиму и провели в Муринском парке. Сейчас вы можете видеть разницу фронталки у одной, у китайской версии 1080p 60 fps, у глобалки 1080p 30 fps. Вот так будет она снимать вас днем. Ну, конечно, еще раз повторяю, здесь нечего сравнивать, потому что, хотя вам кажется, может быть, что слегка темная у 1080p 60 fps у китайской версии, но это не так. Кстати, не забудьте, да, посмотреть отдельный обзор на Redmi Note 11 Pro Plus, Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 китайских версий у меня на канале. Может быть, глобалки появятся, я их тоже куплю. Съемка на ультраширик, которая лучше вас не мучить. Ну, она абсолютно не информативно, бесполезна, я бы даже сказал мучительно, как будто смартфон стоит 1005 рублей. И немного основной камеры, исключительно той версии, которую мы сейчас с вами обозреваем, и ну, 1080p 30 fps, ночь, и нет, и еще раз нет. Фотографии просто волшебные, по мне, ночные. А вот со съемкой видео вы сами все видите. Посмотрите на небо, потом не смотрите на небо, и хватит. И немного пикселей а-ля мы снова в 90-х снимаем на какие-то там камеры. По большому счету, кстати, я уверен, что это дело будет днем работать великолепно. Именно фронталка, даже с таким разрешением, я вижу, каким образом она отделяет меня от фона. Но мне нравится, как она снимает. Мне не нравится, конечно, качество, и вряд ли оно кому-то понравится. Но будем считать, что это такой киношный эффект а-ля 90-е, правда? Минусы конкретно у глобалки. Качество фронтальной камеры оставляет желать как минимум лучшего. Небольшое максимальное разрешение для записи видео как с основной, так и с фронтальной камеры. Уведомление собеседника о включении записи разговора. На нулевой яркости шим хоть и не заоблачный, но к минусам я все-таки отнесу этот момент отсутствия DC-димминга у меня. Ко всему также отнесу момент с оптимизацией данного смартфона. Лично мне не особо понравилась его работа в целом. Нет ничего из разряда вау-эффекта, даже хотя бы физически ничего нового они не придумали. Гибридный слот тоже минус для такой цены смартфона. Ну и, разумеется, цена. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если промокоды, смотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Ради интереса посмотрите обзор на Redmi K50 Game Edition, потому что, считайте, это тот же самый Poco F4 GT, который я, разумеется, куплю 28 числа, когда будет старт продаж. В телеграм-канале по ссылке в описании есть купон на $20, но это довольно забавно, когда Xiaomi начинают выпускать такие же смартфоны, а количество одинаковых смарта просто запредельное. Они не то что топчутся на месте, когда мы говорим все время о Realme, что они с одними и теми же процессорами смартфоны выпускают. У них хотя бы прошивки какие-то приколюхи появляются, еще какие-то вещи. Xiaomi, по мне, когда делает шаг вперед, какого-то непонятного лешего идет назад. Вот этот смартфон точно шаг назад, либо попытка хорошенько заработать на старом железе. Резюмирую. И резюмировать мне хотелось бы опять же на эти оба смартфона. Первое. Я, разумеется, не считаю, что Redmi Note 11 Pro глобальной версии плох. Он не плох, не хорош. За эти деньги можно много чего купить. Допустим, сегодня я купил Realme 9 версии, которая в каком-то смысле хуже, чем Realme 8i, который был 1,5 года назад, за $209. По сегодняшнему курсу это вышло около 15 тысяч рублей. Насколько тот смартфон хуже, чем этот? Да не намного. По поводу версии глобалки, он хорошо выглядит, но и китайская версия хорошо выглядит. Плюсы — это, разумеется, в каком-то смысле прошивка. Кто купит здесь, это, скорее всего, будет гарантия. И по большому счету, если вам нужен как
какой-то дешевый слабенький телефон с запасом на года полтора, да, он вам подойдет. Если вам нужен какой-то больший запас, то либо смотрите на китайскую версию Redmi 11 Pro, либо выбирайте другой смартфон, потому что выглядит он хорошо, стоит он недорого, но и по возможностям он ни блеск, ни цвета, ни красота. По большому счету, в этой оболочке топовой запихан в каком-то смысле Redmi 10C, который стоит в 2 раза дешевле. Да, этот чуть-чуть мощнее, чуть-чуть, ну прям чуть-чуть. И у этого какие-то внешние качества лучше. Но по большому счету те же тапки, только в профиль. Redmi молодцы, делают деньги из всего. В первую очередь из оболочки, потому что то, что они продают в Китае, это цвет, блеск, красота. Когда я покупал эти смартфоны 11 Pro, 11 Pro Plus и Redmi Note 11 китайские версии, делал на них обзоры, это было несколько месяцев назад, я прям дико радовался. Сейчас я вижу, что это 3 шага назад. В принципе, так и как и делают Realme. Но это лирика. Итого, не забываем подписаться на телеграм-канал Взаимопомощи. Обязательно подпишитесь на телеграм-канал Скидок, чтобы видеть реальные смартфоны с реальными ценниками, которые стоит покупать, потому что, опять же, вот эти 20 тысяч рублей плюс-минус, которые я потратил, можно сегодня купить Poco F3. Poco F3 просто рвет эту трубку по всем фронтам, и неважно на этот датчик приближения, который все еще глючит. Это даже сравнивать нечего, язык не повернется. Поэтому девайсу не мое, но да, добра и удачи вам, дорогие друзья.